Это сначала был, я рассказывал про водяные часы, это был принцип водяной мельницы. Потом появились вот такие барабаны, на которые накручивались специальные тросы, либо это были воловьи жилы, бараньи кишки. Вот, а на них тяжелые грузы, потом, которые стали гирями. Здесь грузы весили от 80 до 200 килограмм. А ходовое колесо, в принципе, оно единственное. Циферблата тут это, можно его только представить, дополнительная пара шестеренок. Иногда циферблатов у них и не было. И вот такое спусковое колесо, и вот такой спусковой механизм, который называется коромысло-фолио или белянцевый ход. Белянцы — это вот эти вот грузики. Вот так это и работало. Вот я им сейчас энергию дал, давлю на колесо, и вот оно пошло работать. Вот этот коромысло-фолио совершает колебания. Они иногда меня не слушаются, но им 4-я сотня лет. Это еще до Петровские часы. Сейчас мы их немножко расходим, чтобы вам понятно было. И вот такие первые часы в Москве, первые часы на Руси сделал часовщик Лазарь Сербин. Родом он был из Сербии, а пришел он в Москву с Афон-горы. Был он монахом, чернецом, и на подворье великого князя Василия Дмитриевича сделал вот такие часы в 1404 году. Вот этот спусковой регулятор коромысло-фолио, он использовался больше 400 лет. Даже вот такие часы рабочие есть в Беларуси и в Гродно, им 500 лет. Когда-нибудь были в Коломенском, ездили? Не были? Нет. Ну, ответьте что-нибудь. Дети были. Смотрите, не видели. Там на третьем этаже есть часовая палата, и там есть примерно такой же механизм, а это везде черная сталь, вот такая вороненая. Часы Семена Часовика. Это 1539 год. Наш русский мастер Семен Часовик сделал часы для Соловецкого монастыря. Потом они приехали в Коломенское, и там же есть куранты коломенские Петра Высоцкого. 1573 год. Выглядят они все примерно так же. У нас вот, в принципе, даже рабочая модель. Даже часы Христофора Головея на Спасской башне такие, ну, вы про них, может, и не слышали, но они такие серьезно известные. 1625-28 год уже делали русские мастера, русские часовщики Ждановы. Русские часы можно увидеть и во Владимирском Кремле, можно увидеть в Казанском Кремле, в Александровской Слободе. То есть, в принципе, весь 15, 16, 17 век эти часы пожары уничтожали, но, в общем-то, часть из них дошла до нашего времени. Циферблат у них был не такой, к которому мы привыкли. На нем было не 12 чисел, не 12 часов, на нем было 17 часов, вернее, 17 букв. Почему? Потому что количество максимальных солнечных часов у нас 17 на день летнего солнцестояния на 21 июня. И потом количество солнечных часов просто уменьшали. Причем про солнечные часы вам говорю, рассказывал, почему солнечные часы нельзя использовать ночью, чтобы не путать дневные и ночные часы. Запускали такие часы с восходом солнца и отмеряли они часомерие максимум летом 17 часов, а зимой 21 декабря, период зимнего солнцестояния, это было 7 дневных часов. Либо их отрезали по святкам, откуда пошло Петр Павел день убавил, или пророк еще уволок час, потому что часы сокращали, либо было византийское часомерие, эти часы либо удлиняли, либо укорачивали.